Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня мы с вами пожелали, захотели, и мы обязательно рассмотрим очень интересную тему. Откуда я получаю информацию? Сейчас у нас врата корабль. И все путники сдают экзамен на доверие потоку. Так или иначе, все мы получаем какую-то информацию. Именно я имею в виду, что не свои собственные мысли, а для путников понятно, что такое инсайт, озарение, информация, интуитивное какое-то видение и так далее. Вот сегодня будем рассматривать, откуда вы получаете эту информацию. Здесь я буду рассматривать этот вопрос индивидуально, поэтому сразу хочу сказать, что если выпадут темные негативные энергии, мы это рассматриваем просто как поток учителей, который резонирует с вами на том или ином уровне, потому что все едино, это один единый поток сознания, мы его не можем делить на темных, на светлых, на правильных и неправильных, да. И вопрос только в уровне этого контакта, да, то есть вы можете, например, что я имею в виду, повышая свои вибрации, вы можете постепенно продвинуться по вашему же потоку на более высокий уровень ченнелинга с вашими же учителями. То есть это наше дуальное мышление разделяет все на белое, черное, на темные силы, светлые силы. На самом деле это просто уровни осознанности материи. Ну и, соответственно, вашей осознанности, вашей готовности контактировать на том или ином уровне с той или иной духоматерией. И еще не забудьте, что у нас есть миссия, у нас есть задачи. Есть люди вообще, которые идут как экзорцисты, да, и это их миссия, это их задача контактировать с низковибрационными сущностями. Целители тоже идут в самый ад. Поэтому, в принципе, вот это заблуждение по поводу того, что мы контактируем, должны только получать информацию из высших сфер, да, и больше ниоткуда, это не так. Другое дело, насколько у нас сбалансирована энергетика, насколько нас не рвет напополам контакт с низшими мирами, либо некоторых рвет напополам контакт с высшими мирами. Высоковибрационные потоки тоже нас вводят в астральный маятник, не только низковибрационные. Вот, поэтому смотрите, сознание мага – это сознание, которое может перестраиваться, адаптироваться и взаимодействовать на любом уровне. Поэтому сейчас мы смотрим с вами, в принципе, только на здесь и сейчас, и это всего лишь один из этапов вашего духовного пути, поэтому я прошу не относиться к этому слишком фатально. Я уверена, что меня смотрят люди с расширенным уровнем сознания, и вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. У нас бывают какие-то, мы сдаем какие-то экзамены, зачеты, где нам нужно, к нам подпускают как бы темные силы, ну, условно, вы уже поняли, я это имею в виду, условно темные силы, как испытателей, да, как экзаменаторов. Все экзамены принимают у нас на самом деле через, ну, вот этот бег с препятствиями, а препятствия нам создают наши условно темные товарищи. Ну вот и большое им за это спасибо и благодарность им огромная, потому что они часть этого обучающего процесса.
Приветствую вас, мои дорогие родственные души. Людмила, Юлия, Ирина, Елена. Так, Белая сова, Виктория, Инна, Надежда. Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые РД. Вот скоро встретимся мы с вами во вратах «Корабль». И я, конечно же, пользуясь случаем, приглашаю, кто чувствует резонанс, на открытие третьего глаза во врата «Корабль» к нам. Для этого посмотрите под видео, вы найдете ссылочку «Врата», и там будет все подробненько. Подробненько все будет описано. У нас с вами сегодня 4 позиции, поэтому давайте-ка мы с вами уже определимся по 4 позициям. Напишите, хорошо ли слышно. И посмотрим, если получится у вас, также посмотрим, насколько вы доверяете, да, своему потоку. Ну что, мои дорогие РД, 4 позиции. Вы готовы к трансформации? Вы готовы услышать, как у нас обстоят дела с контактом, с кем мы контактируем? Так, прекрасно. Значит, чудесно. Мы начнем сначала с общей настройки поток, как всегда, да? Смотрите, что у нас интересно идет. У нас идет Эйва с древа миров, а это вот сам канал, да, учителей, который проходит через все миры. Это прямо то, что я вам только что говорила, что поток един. Он проходит через все измерения. Представляете? И вы можете на любом уровне включаться, вам не нужно переживать, вам нужно просто повышать вибрации, повышать точку сборки своего сознания. И самое главное, наблюдать за состоянием вашей нервной системы, вашей психики. Если колбасит, я уже думаю, этот термин объяснять не нужно, то с кем бы вы ни общались, неважно, вы, может быть, на высоких вибрациях, вы, может быть, на средних частотах, на низких, неважно, но вас колбасит. Это значит, надо заземляться, потому что именно не хватает грузика, не хватает низов. Поэтому вот эти вот низы нам очень-очень нужны. Что бы там ни говорили, для того, чтобы нам с вами выйти в осознанность, в контакт с пятой мерностью, с нашими учителями и так далее, кураторами, нам все равно нужны вот эти вот низы. Поэтому начинаем с рода, начинаем с кармы, начинаем вот оттуда. И кто бы что ни говорил, это очень важно. И также у нас вирт, видите, доверие, воля высшим силам. То есть, смотрите, это единый поток учителей, единый поток высших сил. Вот то, что я вам сейчас сказала. И давайте успокоимся на тему того, что надо кого-то обязательно спасать. У нас все дороги ведут к Творцу, и иных путей у нас просто нет. И это единый поток Творца, который проходит через все миры. Поэтому давайте расширять наше сознание, давайте не будем бросаться в тех, кого мы не приемлем, потому что если вы уже отрицаете изначально какой-то уровень сознания, это говорит только о вашем нерасширенности вашего сознания, больше ни о чем. Но придет время, вы расширите свое сознание, и вы примете в свое сознание даже то, что сейчас, на первый взгляд, вам кажется неприемлемым. Понимаете? Ну, смотрите дальше. Новый взгляд. Посмотрите на мир по-новому. Взаимопонимание и сострадание. Смотрите, какое нам пожелание высшие силы говорят. То есть, что такое по-новому? Внешаблонное мышление. Давайте без догматизма. Посмотрите, какой у нас шикарный аркан повешенный, 12-й аркан. Он, в принципе, вторит руне Эйва с древа миров, потому что повешенный вот как раз 12 чакр на древе миров, 12 миров.
То есть нам сейчас показывают, что с нами вышли на контакт в данный момент все миры, все учителя, все параллельные реальности, все порталы открыты для того, чтобы мы смогли с вами сегодня сонастроиться с собой и просканировать эту ситуацию. 13-й аркан «Смерть», аркан трансформации и перехода, говорит нам о том, что мы можем, естественно, бесконечно эволюционировать, повышая свои вибрации и переходя, да, из одной реальности в другую, и даже мы можем проживать одновременно в разных мирах и измерениях, на разных уровнях. Это все только зависит от широты нашего мышления. Так, что вот тут у нас лежит ловушка гнев, на обороте у нас лежит. Ну, потому что я вам сказала, если колбасит, да, если колбасит, это много огня, огненные потоки. Они могут вызывать гнев, раздражение. Меня все бесит. Выкручивает руки и ноги, когда вы делаете медитацию. Прям током пробивает от чьих-то слов. Вам хочется резонировать, вам хочется отвечать в ответ, что-то говорить. Вы не можете сдержаться. Это называется колбасит. И, друзья, заземляемся. Нам как совет идет туз пентаклей. Вот смотрите. То, что я вам точно, все я вам это проговорила. То есть матушка Земелечка нас спасет, сила рода. Смотрите, за ним опять 13-й аркан «Смерть». То есть нам нужно обращаться к земле, к роду. Можете просто произносить как аффирмация «Я земля, я рождена землей, я вышла из земли, ты во мне, я в тебе, земля – это я». И это тоже будет работать. Дар благоволения. И мы полетели. Нам дают высшие силы благоволение на этот ченнелинг. Итак, ставьте, пожалуйста, лайк, подписочку на канал, и мы полетели. Пожалуйста, тайм-код для первой позиции. С кем вы контактируете? Ну, тут ченнелинг, да. С высшими силами. Тут как-то открытое медиумическое пространство. Угу. Так, что-то вас тяготит. Сейчас посмотрим. Ага. Десятка пентаклей. Маг. Отлично. Все понятно. Дракон огня. Шикарно. Все с вами ясно. Валет воздуха. Отдых и древние киты-касатки. Куда же без них? Смотрите, вы древняя душа. У вас врожденный магический дар. Он, значит, в полной мере раскроется тогда, когда вы позволите себе сбросить вот это вот влияние на себя семьи, родни. Потому что у вас в роду есть момент осуждения. Вот смотрите, валет воздуха. Восхищение, поклонение, знаки внимания. Принимайте восхищение, вы их достойны. То есть есть некая двойственность в вашем состоянии. Смотрите, с одной стороны вам идет информация, у вас явный магический дар. Тут абсолютно, причем, ну, природное здесь все это. И понимаете, единственное, что в семье, вот в роду, это прямо неприемлемо. И у вас как бы мозг делится напополам. Общественное мнение может быть о вас одно, а в семье совершенно о вас другое мнение. Понимаете? Это вас очень тяготит. Вас тяготит то, что вы не можете в семье быть таким, какой вы есть. То есть таким вас никто не признает в роли мага, экстрасенса, целителя, проводника. Вас никто не признает и не признает. Возможно, в семье тут нужно расширенное сознание, а вы дракон огня, вы предводитель.
И в семье вы совершенно вот сейчас, наверное, вы прекрасно осознаете, вот эта некоторая растяжка существует между тем, кто вы есть, и кем вам необходимо оказаться в кругу близких людей. Вот, давайте тогда, ну что, совет для вас, потому что как-то, я не знаю, как-то надо, мне кажется, уже сбросить вот эту программу, где вы пытаетесь играть, ну, какую-то вот несвойственную роль в семье. И, кстати, между прочим, это не дает вам заземления, потому что когда мы в семье неестественно себя ведем, у нас могут быть компенсаторные какие-то расстройства всевозможные психологического характера. Потому что сколько бы нас ни принимал социум, важнее рода, важнее семьи все равно для человека ничего нет. И здесь каким-то образом компенсировать себя вы, конечно, будете пытаться достижениями в социуме, но вот эта вот боль, она все равно не уходит. Ну, вы проходите экзамен на веру в себя, на доверие высшим силам. То есть, ну вот, будем считать, что, смотрите, испытание семьей – это воля высших сил, это запланированный ваш экзамен, то есть вы прямо шли с этим сюда, чтобы столкнуться с непониманием, с недоверием, но вам нужно пройти через это. Вот именно в этом рождается ваша магия. Ваша сила рождается в этом сопротивлении. Да, вот, видите? Да, то есть будьте настойчивы, продолжайте делать то, что вы чувствуете, будьте тем, кто вы есть, постепенно. Я не знаю, что там родственники скажут, но вы станете настоящим проводником, тем, кто вы есть. Не сдавайтесь, древняя душа. Вот такая у нас первая позиция. Канал у вас с учителями, с допотопными цивилизациями, с этими самыми. Ну, здесь, вы понимаете, по магу это сквозной поток. То есть у вас магические способности – это как раз тот самый поток, который может контактировать с любым уровнем. Понимаете, магия – это оно. Но вот эти родовые программы, конечно, это скажите спасибо, благодаря им вы раскрываете свой дар. Вот. И он у вас очень мощный, дракон огня. Хорошо, благодарю я первую позицию за внимание. Поставьте лайк, подписочку, поставьте тайм-код, и мы смотрим вторую позицию, с кем вы контактируете. Да? Ну, тут РД-поток. Но вы еще в поисках РД, то есть Иерофант, четверка воздуха, творчество, глубокое исцеление, энергия Арктура, физическое, эмоциональное исцеление. Но тут видно, что да. Смотрите, у вас исцеление идет ваше исцеление, тут нужно работать сердце, горло, да, вот середина, вот это нужно исцелять. Здесь больше травма связана со второй половинкой. Вы очень эмоционально зависимы от противоположного пола. Вот. Но вы иерофант. Смотрите, вы жрец. Вот кто вы. То есть у вас высокая миссия. В роду, в семье вы занимаетесь родом, семьей и в том числе держите канал с высшими силами. Вот, ну, смотрите,
Смотрите, что я вам скажу. Так, самая глобальная для вас, самая большая такая важная тема – это семья. Это семья, это род, это построение отношений, это реализация себя через вот этот, значит, через семью, продление рода и так далее. Но смотрите, здесь вот есть все-таки такой момент, как я вижу, вы не можете признать своего дара, вы не можете эмоционально соединиться сами с собой, потому что у вас есть травма, потери, ну вот какого-то очень близкая родственная душа. Может быть, Близнецовый, может быть, РД. Вот, потому что у вас идет, смотрите, творчество. Творчество в соединении с этой близкой родственной душой. И для вас вот прямо травма-травма, что, ну, то ли нет партнера, то ли не тот партнер, который вам нужен. Вот для этого сотворчество. Понимаете, у вас дар творить в союзе с противоположным полом, с родственной душой или с близнецовым пламенем. И ваша тема – это жречество. То есть, исцеляя себя, выстраивая гармоничный энергообмен с противоположным полом, вы исцеляете род. Вот. И у вас много-много здесь, знаете, про карму, про род, про эмоциональные какие-то там психотравмы, про причинно-следственные там связи и тому подобные вещи. Короче говоря, вы очень мудры благодаря опыту. Но опыт у вас тяжелый, потому что, видите, глубокое исцеление, физическое, эмоциональное исцеление вам необходимо, и вы, как по своей природе, целитель. Вот это вот как раз тот случай, когда человек может контактировать, ну, тут, правда, тоже по иерофанту, знаете, как бы, просто он занимается всегда, когда человек занимается целительством, ему приходится идти в глубины подсознания, в какие-то травмы, да, это все в низкие такие вибрации, вот, но вы человек высоких вибраций, у вас ансус и геба. То есть это очень светлая душа. Это очень светлая душа, но очень травмированная. Но зато, проходя собственное исцеление, вы обретаете дар быть целителем. И ваша тема – это род, карма рода и соединение. Вот, допустим, видите, у вас ловушка диссоциация. То есть вы можете, например, заниматься тем, что соединять, как бы вы сами себя соединяете, интегрируете свое сознание, да, по частям его собираете. И когда вы исцеляетесь или там в процессе вашего исцеления, вы помогаете другим людям тоже обрести свою целостность. То есть в каком смысле? Соединиться со своим даром, со своим родом, со своим близнецовым пламенем. Короче, вы работаете по интеграции, по поиску коннекта. Вот так. Ну, сейчас вам подсказочку еще, что вам поможет в вашем исцелении. Так, Хагалас, ну тут, ой, ну тут смотрите, глубинная трансформация, соединение со своим даром. Что я могу сказать по Хагалас и по Урус? Это прямо, знаете, возрождение какое-то в своей истинной силе. Ну, как вот жизнь делится, знаете, на до и после. Вот, например, человек полжизни просто проспал, да, или там пролежал на печи, как этот у нас, да, Илья Муромец. А потом тут прям какой-то, ну вот прям смотрите, тут ну такое сравнение идет, как бы, простите, как вот человека молнией, да, шандарахнуло, и он раз, и у него появились парапсихологические способности, да, то есть тут вот что-то такое прямо происходит, мощный прорыв. Да, Вирт, видите, воля высших сил и Наутис, и он начинает выполнять свою миссию. Это резко происходит. Здесь будет какое-то
ну, вот в эту точку не пропустите, это прям будет глобальный переворот в вашей жизни, глобальный, но это через потрясение. А, то есть у вас исцеление идет через потрясение. То есть либо вас все время трясет периодически, ваша жизнь может быть нелегкая, но все равно у вас все идет вот соединение, каждое соединение с собой, каждое вот налаживание контакта с собой – это очень мощное потрясение. Будьте сильными, потому что у вас очень сильный дар жреческий. У вас 5-й аркан Иерофант. Это мощный аркан. Поверьте мне, вас слышат в других мирах, все, что вы говорите, слышит ваш род, и у вас дар сотворчества в союзе с противоположным полом, то есть у вас как на роду написано это, то есть но это все после исцеления от травм, поэтому я еще раз вас приглашаю на наши звездные врата, где мы проходим тотальное исцеление, очищение, да, очень мощные очистительные медитации. Вот сейчас будет медитация, как раз направленная на 3-й глаз и на соединение со своим даром. Кто знает, возможно, здесь как раз именно и есть ваша чистота любви, потому что тут у нас получается 3-й глаз, это РД-поток и близнецов. Это ваша тема. И кто знает, может быть, вы услышите голос вашей родственной души прямо в подсознании. И ваши пути пересекутся, и вы сможете начать свою реализацию. Я вам этого желаю. 2-я позиция от всей души. Поставьте лайк, подписочку, и мы полетели. Поставьте тайм-код. Это 3-я позиция, с кем вы контактируете. История настоящей любви и троечка мечей. 9 жезлов. Тюлень. 4 огня. Радость и ослабь хватку, контроль, зависимость, впустите благодать в свое сердце. Но я не ошиблась, просто не стала сразу говорить. Тут блок, тут информация не идет, у вас нет, не идет. Смотрите, не идет не то, что вообще не идет, просто смотрите, нет пока вот то, что мы называем своего канала. Здесь надо исцелять сердце. Прямо, знаете, какой-то ментальный блок я здесь ощущаю, здесь есть какой-то запрет на поток. Тут большая стирка нужна, тут большая чистка нужна, тут 9 жезлов, тут запреты, догмы, запреты, зароки, контроль. Вот даже, видите, вам идет ослабь хватку, контроль, зависимость, впусти благодать в свое сердце. Прям я вашу тяжесть ощущаю. То есть вам нужно впустить вот эту радость, да, но если вы человек, вот, ощущающий счастье каждого момента, это не ваша позиция, потому что здесь позиция очень тяжелая, разоренная. И здесь, хоть и выпал, вот видите, история настоящей любви. Но я это ощущаю как некоторую иллюзию, потому что на самом деле ваше сердце настолько изранено, оно сейчас не готово. Вам нужно восстанавливать ваше сердце, вашу энергетическую структуру. Вы пока закрыты, но жаждете нового вот какого-то глотка. Знаете, вот вы пока, видите, у вас тотем тюлень. Вы на такой, знаете, на реабилитации. Вам пока набираться сил, получать информацию. Вот больше, знаете, вы больше в пассиве. Больше в пассиве. Я здесь канала не вижу, но вы получаете информацию интуитивно, вы все равно знаете.
что для вас есть спасение. Вы все равно идете. Если вы слышите меня в данный момент, вы меня слушаете, значит, вы уже интуитивно пришли, да, вы уже получаете информацию. Просто другое дело, что через посредника у вас нет собственного потока. Вот первая, вторая позиция, тут четко видно, что есть свой поток, хотя есть над чем работать и там, да, но нам всегда есть над чем работать. То вам нужно пока исцеление, реабилитация, очищение, наполнение. То есть я вам рекомендую прямо займитесь своей энергетикой, восстановитесь. Вам нужно целительство. Целительство. То есть у вас не тот этап, когда быть каналом, быть потоком. Потому что когда получаешь собственную информацию, когда ты как канал, да, работаешь, это большая нагрузка на психику и на физическое тело. И вам это просто сейчас не надо, вам это сейчас нельзя. Вот используйте посредников. Кого-то почитали, кого-то посмотрели, что-то умненькое услышали, что-то себе приняли, да, к сердцу, что-то отложили пока на потом. То есть слушайте себя, будьте в потоке. Интуитивно нам всем идет информация, но еще раз повторю, что здесь пока вам нужно работать просто над исцелением своих энергоструктур. Для этого у меня есть очень много бесплатных медитаций на моем канале, а также, естественно, я вас приглашаю на целительство. И можно сделать диагностику, если резонирует. Ну, почувствуйте, посмотрите, то есть поощущайте и не расстраивайтесь. То есть мы все проходили через это. Это нормальный этап поиска еще пока себя, поиска своих, да, то есть, ну, вам надо найти своего целителя, своего учителя, свой РД-поток, и я вам этого желаю, мои дорогие родственные души. А я всегда рядом с вами, ваша Инай. Так, лайки, подписочки, тайм-код, и у нас 4-я позиция. Откуда вы получаете информацию? С кем вы контактируете? Так, тут у нас 4 пентаклей, а тут у нас королева мечей. Интересно. Собака. Угу. Понятно. Кармическая справедливость, божественная любовь и любовь рядом тоже. Ходорианская энергия, взаимозависимость и границы. Значит, что я вам скажу? Вы получаете информацию от всего, да, вот. У вас нет своего потока информационного, пока нет, пока нет. Но зато вы добрая душа, вы открыты миру, вы чувствуете природу, вы преданный, верный, надежный друг. Ну, у вас очень крепкий ментал, я вам хочу сказать. Очень крепкий ментал. И хотя у вас большое сердце, но здесь явно я не чувствую, может быть, готовности, может быть, надо смотреть, вот тут вот я бы индивидуально смотрела, потому что тут кармическая справедливость, это такой аркан, когда не сдан какой-то экзамен. Вот. Не осмыслена полнота какого-то опыта и не переведена на новый уровень осознанности. Вот, поэтому у вас есть какая-то полнота опыта, понимаете? У вас есть некая двойственность, вот я вам так скажу в этой позиции. У вас есть большая какая-то полнота опыта, вы опытный, чувствуете себя опытным, вы чувствуете себя любви обильным, то есть открытым этому миру, и одновременно у вас есть другая какая-то полярность,
это критика, скептицизм. Как будто, знаете, вот я чувствую, в вас переключается эта история. То есть вы можете, вот, даже вот как собачку мне эту показывают, то есть она может как хвостиком вилять, ластиться, да, и все. И она может и лаять, она может и кидаться. То есть вам нужно, здесь нужно сбалансировать, сгармонизировать именно свой духовный опыт. Я бы пошла здесь, ну, не знаю, здесь я бы копала здесь кармические какие-то сценарии, я бы здесь, может быть, например, вывела бы на сознание свое предназначение, да, кто я, зачем я здесь. Ну, как-то, знаете, здесь надо вот собрать вас. Как будто, знаете, вот есть это, есть это, есть это, и все как-то рядом, и все нет как-то, вы не можете этому дать ладу, понимаете? Короче, тут копать, копать в ваше происхождение, зачем вы здесь, как вы, для чего вы здесь. Но здесь у вас нет собственного потока информационного, этого нет. Но так как все равно вы чувствуете, вот я чувствую вас больше как от природы и от людей. Вы получаете информацию, вы чувствуете окружающую среду. Я не удивлюсь, если вы предугадываете даже что-то, предсказываете. То есть вы как-то работать с информацией умеете, у вас вообще ментал очень крепкий. Даже вот трудно сказать, это интуитивное, да, видение или это работа ума вашего, да, вот как-то разграничить это очень сложно. Вот, поэтому смотрите, займитесь вашим происхождением, кто вы, зачем вы здесь, и где-то вы находитесь рядом со своим РД-потоком, может быть, вам к нам, может быть, вам сюда. Вот, вам не хватает какого-то инсайта, пазла, озарения, чтобы это все пришло в движение и начало работать. Поэтому вот четвертая позиция. Давайте остановимся на том, что вы близки к природе и к людям. И вы хорошо получаете информацию с этого уровня. Коммуникаторы, я думаю, вы прекрасные. Ну что, мои дорогие родственные души, здесь вот такая пошла информация. Интересная, я надеюсь, что-то вы для себя все-таки взяли. Рекомендую прослушать все позиции на всякий случай. Ваша душа знает, она помнит себя и обязательно возьмет нужную информацию отсюда. И я вас еще раз приглашаю на наши звездные врата, на наши жреческие практики в потоке РД. И ближайшая практика пройдет 19 числа. Всех-всех-всех приглашаю. Читайте об этом. Под этим видео вы найдете ссылочку. Люблю, целую. Обнимаю всем сердцем, ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.